нигде так остро напряженность, такое, я бы сказал, недоверчивое, такое подозрительное отношение друг к другу не сказывается, как в межэтнических отношениях. Степень ксенофобии и готовность применять насилие в межэтнических отношениях столь велика, что в любой момент может прорваться насилием, переходящим время от времени в настоящий пожар. Ну вот недавно, буквально, вот мы столкнулись с инцидентом в Кабралово, который почти так же развивается, как развивался процесс в Зеленокумске. Один конец страны, другой конец страны, а смысл такой же. Мы можем вспомнить Кондопу, Гуанапу и так далее. Такое состояние, естественно, тревожит нас, тех, кто на протяжении последних десятилетий советской власти наблюдал за траекторией развития СССР и ожидал того, что случилось. Тем, в общем-то, понятны параллели, прямые параллели, которые существуют между траекторией развития СССР и России. Даже если нам удастся избежать самого трагического развития событий, то, тем не менее, мы каждый день будем сталкиваться с конфликтами и кровопролитием. Так дольше, естественно, продолжаться не может и не должно. Поэтому люди, которые чувствуют тревогу, которые считают себя ответственными за будущее собственной страны, решили отбросить свои расхождения и сесть вместе за один стол переговоров. Тут собрались, ну не тут, а вообще в нашей организации собрались те, кто в других обстоятельствах избегал бы друг друга или, в лучшем случае, поздоровавшись, разбегался бы по разным углам. Сегодня мы решили сесть вместе для того, чтобы вместе обсуждать перспективы нашей совместной жизни в стране. Мы решили отбросить собственные переживания или даже эстетические предпочтения, потому что угрозы, которые стоят перед нами, настолько превосходят наши личные чувства, настолько они могут быть трагическими для нашей страны, что здесь нет места ни амбициям, ни личным предпочтениям. Но нам нужно вместе договориться о правилах, хотя бы о минимальных правилах совместной жизни. Потому что без этого будущее нашей страны кажется весьма печальным. Но договориться об этом мы можем только все вместе. Потому что часть правды есть у каждого из нас. И если какая-то частичка этой правды выпадет, наш договор рассыпется, он встретится вот с той правдой, которая разрушит наше соглашение. Нам нужно договориться всем вместе. Поэтому в нашем проекте принимают участие не только люди различного этнического происхождения, но и разных политических взглядов. Это инициатива, которая совершенно спонтанно родилась в наших головах после событий 11 декабря прошлого года на Манежной площади. Мы, прежде всего, хотим поддержать усилия государства по поддержанию межнационального мира в стране. Сегодня перед нами, сидящих за этим столом, как мне представляется, одна очень большая сверхзадача – сохранить наше многонациональное отечество, которое создавалось усилиями многих поколений, многих народов, и русского, и татарского, и украинского. И я бы здесь мог перечислить все 180 народов, которые сегодня проживают в нашей стране. Известный русский мыслитель Иван Ильин говорил: сколько народов Россия собрала, столько она и сохранила. Вот насколько я представляю свою мини-задачу, очень важно как раз сохранить
то содружество народов, которое сегодня, так сказать, существует в нашей стране, когда люди могут совершенно открыто, свободно, я имею в виду, конечно, прежде всего представители интеллигенции, которые инициировали сегодняшнее вот наше мероприятие, могут открыто выражать свои мнения, свое видение того, как будет развиваться наше многонациональное отечество. С другой стороны, наша инициатива – это реализация нашего конституционного права принимать участие в управлении делами государства. Сегодня очень много разговоров о том, есть ли у нас гражданское общество. Вот я думаю, что то, что люди разных национальностей сегодня собрались, да, это люди, так сказать, имеющие, возможно, разные политические пристрастия, но озабоченные судьбой за наше многонациональное отечество, это все свидетельство того, что у нас на глазах формируется гражданское общество, да, и велика роль в его формировании представителей всех слоев нашей интеллигенции. Я совершенно уверен, что за нашим движением, за общественным согласием большое будущее. Я с оптимизмом смотрю на то, что через наши конкретные планы, о которых мы уже много раз говорили в узком кругу, мы сможем шаг за шагом делать очень важные, полезные для нашего государства дела. Моей подписи под основным манифестом нет. Не все, что там есть, действительно, я могла бы подписать, не на всем согласиться. Я достаточно мрачно оцениваю ситуацию сегодняшнюю в стране, ситуацию с властью. Мы с вами давно уже знаем, что власть не слышит общества. И я это говорю, несмотря на то, что я член Совета по правам человека при президенте России, коротко так его назову, и член правительственной комиссии по миграционной политике. Однако нас не слышат, и даже если нас слышат, и даже если президент дает поручение выполнить наши предложения, это идет крайне туго и не работает. Поэтому я здесь, поэтому я считаю, что мы должны более энергично и более эффективно работать с обществом, не только как я как правозащитник, как человек, который занимается миграцией, я работаю с людьми все время, постоянно, на открытых приемах, но это, в конце концов, отношения патерналистские в какой-то мере. Это отношение помогающего тому, кто в этом нуждается. А на самом деле нам, конечно, необходим общественный диалог, который будет гораздо более широким.